Всем привет! Рядом с вами находится Ирина Николаевна, это мама Дэнди. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как вы попали на этот турнир? Вы специально приехали поддержать Данила или вы здесь живете? Я приехала сюда, конечно, поддержать сына и команду. Приехала по приглашению. Меня пригласили, потому что на этом турнире будет еще премьера фильма. И вот Хорошо. буду смотреть. Как вы вообще, можете рассказать изначально, как с вашей точки зрения Данил начал увлекаться компьютерными играми? Просто это интересно всем комьюнити, всем молодым игрокам, которые хотят идти по его стопам. Ну, во-первых, у Данила есть старший брат, который первый начал увлекаться, но, пожалуй, не до такой степени, как Данил. Но компьютер у нас появился рано. И естественно, что Данил не мог не начать играть. Началось это еще с 5 класса. Пожалуй, в 5 классе он начал играть. Ну, в общем, конечно, вначале я не очень приветствовала это, когда я стала чувствовать, что увлечение, да, становится очень сильным и начинает страдать учеба, конечно, я старалась как-то повлиять на него. Ограничивали ему доступ? Пытались ограничить, прятали шнур от компьютера. От модема? Какие-то меры принимались, но это все равно не помогало. Он ходил еще в компьютерный клуб, который недалеко от нашего дома. И так я вообще чувствовала, что у него потихоньку, видимо, там были какие-то успехи, потому что он там играл, и, видимо, какие-то были небольшие турниры, и как-то у него это пошло. Ну, естественно, я вначале не очень вникала в это во всем. До тех пор, пока не начались какие-то серьезные победы. Ну вот, действительно, старшее поколение, оно считает компьютерные игры немножко несерьезным занятием. Когда у вас произошло вот это переосмысление, что он занимается серьезным делом, которое серьезное? Ну, пожалуй, это началось именно тогда, когда он начал ездить на серьезные турниры. Вот один из первых, когда он играл еще в ДТС Чатрикс. И во Франции они заняли 2-е место. Вот это я помню, уже это меня заставило немножко призадуматься о том, что то, чем он занимается, это достаточно серьезное дело. Вот, Хорошо. Чувствуете ли вы сейчас, что ваш сын мировая знаменитость? Понятно, что у вас есть гордость, но вот есть какие-то признаки того, что вас узнают на улицах вместе с ним, или он жалуется к вам, что у него нет отбоя от фанаток? Есть ли что-то такое? Ну, я, конечно, пока не попадаю в поле узнаваемых людей. Но сейчас будете. Вот, ну, Данила, конечно, я чувствую отношение фанатов к нему, я чувствую, что его любят фанаты, мне это очень приятно, я это ощущаю. Хорошо. Как часто вы смотрите за его играми? Ну, честно говоря, сейчас я постоянно слежу за играми. И, в общем-то, в курсе всех событий, я слежу за всеми турнирами. Я знаю всех игроков и все команды. Пожалуй, немножко хуже. Я в героях еще разбираюсь, но уже какие-то герои мне известны. В общем-то, сейчас я стараюсь больше вникнуть. Чтобы понимание было. Да, чтобы было больше понимания. Сначала был интерес, теперь понимание. Да, вот сейчас на этом турнире вот этот огромный экран и атмосфера, и я когда смотрю, то я как будто погружаюсь в атмосферу такую, как будто я смотрю фильм интересный, захватывающий, фантастический, с какими-то невероятными героями.
И мало того, это все действует, все живет. Ну, я вообще очень азартный человек, я спортивный человек, и поэтому, наверное, это меня очень захватывает также. У меня вопрос о детстве Дэнди. Известно, что он играет на пианино или играл. Его растяжка, ну, лично мне дает понять, что он занимался какими-то танцами или каким-то спортом, может быть, йогой. Это были его увлечения до доты? Чем он вообще Да. увлекался? Он действительно занимался музыкой. Я отдала его в музыкальную школу, и он был очень способным учеником, конечно, но недостаточно прилежным. Я, поскольку сама музыкант, то он занимался еще танцами современными. И я потом сделала выбор сама в пользу танцев. Мне показалось, что он недостаточно усидчивый, недостаточно прилагает трудолюбия для того, чтобы заниматься музыкой. Хотя у него успехи были. Танцы ему нравились очень, и он хорошо танцевал на самом деле. Но до определенного времени потом, ну, там так получилось, что Наверное, он сам не хотел, может быть. он ушел, потому что потерял какой-то интерес, что-то там немножечко разладилось. Но танцевал он хорошо. Понятно. Ну, сегодня у них полуфинал, очень важная игра против китайцев. Вы наверняка уже как бы у вас есть свое понимание, как играют эти команды. Как думаете, как будут развиваться события сегодня? Конечно, я очень волнуюсь, хотя до игры еще есть время. Сейчас будут играть альянсы ДК, но у меня уже присутствует сильное волнение. Я желаю нашим ребятам, конечно, победы. Они должны собраться и сыграть так, как не играет ни одна команда, потому что у Нави особый стиль игры. Они могут сыграть так, как от них никто не ждет, возможно. А может быть, и ждут именно такой игры от них. Да, ну и большущая как бы аудитория поддержки. Да. На самом деле, вот перед интервью я сказал, что мы будем брать интервью мамы Дэнди. Все говорили, передавай привет, говори большое спасибо. То есть вам большой респект вот за сына просто. Ну и последний вопрос. Кто чаще всех в Нави теряет рапиру? Знаете, мне бы не хотелось никого обижать, потому что я не настолько хорошо разбираюсь в доте. Но просто один раз вот в игре я обратила внимание, что Саша Хвост потерял рапиру. Вот это я-то запомнила. Но я знаю, что рапира — это очень важная вещь, с помощью которой можно очень многого добиться в игре. Ну, я надеюсь, что Саша не будет больше терять. Не будет терять рапиру. Хорошо, спасибо большое вам за интервью. Желаю удачи. Спасибо.